На высоте 11 тысяч метров пассажирский лайнер разгоняется до 900 км в час и словно наталкивается на невидимую преграду. Нам кажется, что техника могла бы лететь гораздо быстрее, но это иллюзия. Скорость около 900 км в час – это не предел инженерной мысли. Это черта, за которой воздух превращается в прямую угрозу. Уже при приближении к 1000 км в час крыло сталкивается с ударными волнами, вызывая мощную турбулентность. Сопротивление среды растет в разы, а нагрузка на конструкцию достигает десятков тонн. Даже незначительное превышение может привести к полной потере управления. Сегодня мы разберемся, почему человечество, покорившее космос, не может ускорить обычный самолет хотя бы вдвое, и что именно происходит в тот момент, когда скорость становится слишком высокой. Мы начинаем. История современных авиационных запретов началась с трагедии в небе над Средиземным морем. 10 января 1954 года британский лайнер «Комета» поднялся в воздух из Рима. Это был первый в мире реактивный пассажирский самолет, который летал в 2 раза быстрее и выше предшественников. На борту находились 35 человек, наслаждавшихся тишиной, недоступной для старых винтовых машин. Спустя 20 минут после взлета связь оборвалась. Очевидцы заметили в небе огненную вспышку, после чего обломки посыпались в воду. Чтобы найти разгадку, инженеры построили огромный бассейн, в который поместили фюзеляж самолета. Насосы то нагнетали давление внутрь корпуса, то сбрасывали его, имитируя каждый взлет и посадку. После 3000 циклов металл лопнул. В обшивке около угла прямоугольного окна появилась крошечная трещина. Оказалось, что на скорости 900 км в час и огромной высоте корпус работает как воздушный шарик. Снаружи воздух разреженный, а внутри поддерживается давление для дыхания. Фюзеляж постоянно раздувается и сжимается. Напряжение копилось в углах квадратных окон, пока металл не лопался, как перетянутая струна. С тех пор окна во всех самолетах стали только круглыми. Это событие определило идеальный эшелон для авиации 11 тысяч метров. Это место, где воздух достаточно редкий, чтобы не мешать движению, но достаточно плотный, чтобы держать машину. Именно этот баланс плотности атмосферы и прочности металла закрепил предел в 900 км в час. Это точка, где лайнер летит максимально эффективно, не рискуя развалиться от усталости металла. Но что произойдет, если пилот решит нарушить это хрупкое равновесие? Оказывается, даже если корпус выдержит давление, самолет может внезапно перестать слушаться штурвала. Пилоты называют это состояние углом гроба, и именно в эту невидимую ловушку попал один из самых современных лайнеров над ночной Атлантикой. Ночь 1 июня 2009 года стала одной из самых мрачных страниц истории. Лайнер рейса Air France 447 летел на высоте 11 тысяч метров. На борту находились 228 человек. Внезапно из-за обледенения датчиков компьютер потерял данные о скорости. В кабине начался хаос, а звуковые сигналы сообщали о неминуемой гибели. Лайнер начал падать, и спустя 3,5 минуты рухнул в океан. Представьте, что вы идете по узкому канату над пропастью. С одной стороны бездна сваливания. На такой высоте воздух настолько редкий, что крыльям нужно лететь очень быстро, чтобы просто держаться. Стоит замедлиться, и машина камнем пойдет вниз. С другой стороны риск разрушения. Если разогнаться чуть сильнее, вы достигнете звукового барьера, и воздух превратится в бетонную стену. Чем выше летит самолет, тем уже становится этот канат. В какой-то момент безопасный коридор скоростей сужается до крошечного зазора. Здесь нет права на ошибку. Чтобы такие трагедии не повторялись, инженеры создали цифровые замки. Даже если пилот решит выжать из машины все, умная электроника проигнорирует команду. Но почему именно эта цифра стала пределом? Оказывается, даже когда самолет летит медленнее звука, на его крыльях могут бушевать сверхзвуковые штормы. В 40-е годы летчики-испытатели сталкивались с этим лицом к лицу.
Когда самолет разгонялся до скорости около 900 км в час, он переставал подчиняться штурвалу. Испытатель тянул рукоятку на себя, чтобы поднять нос, но аппарат вместо этого еще сильнее устремлялся к земле. Это назвали реверсом управления. Причина крылась в том, как поток огибает крыло. Воздух сверху вынужден пробегать по изогнутой части быстрее, чем по плоскому низу. Когда сам самолет летит со скоростью 900 км в час, поток на изгибе крыла ускоряется до критического предела. Возникают невидимые воздушные удары и колоссальная вибрация. Инженеры осознали, что привычная форма крыла становится главным препятствием. Стреловидные крылья помогли отодвинуть этот момент, но и они не дают полной свободы. Чтобы лететь быстрее, пришлось бы сделать крылья тонкими и острыми, как лезвие, но тогда они не удержат тяжелый вес при взлете. 900 км в час стали тем пределом, за которым надежная конструкция превращается в опасный объект. К тому же жажда скорости способна разорить авиакомпанию. Когда стрелка прибора переваливает за отметку в 1000 километров, каждый лишний километр обходится настолько дорого, что цена билета становится неподъемной. В начале 2000-х годов компания Boeing представила проект Sonic Cruiser, который обещал скорость более 1100 км в час. Авиакомпании были в восторге, но в декабре 2002 года проект закрыли. Причина в безжалостной математике. Чтобы сэкономить 1 час времени, нужно было сжигать почти в 2 раза больше топлива. В итоге индустрия выбрала путь экономии. Даже если забыть про деньги, существует тепловой барьер. Легендарный «Конкорд» разогревал свой нос до 127 градусов Цельсия на сверхзвуке. За время перелета из-за расширения металла самолет становился длиннее на целых 30 сантиметров. Обычный авиационный алюминий теряет прочность при таком нагреве. Чтобы построить быстрый и недорогой самолет, нужны иные материалы, что физически невозможно в массовом сегменте. Существует и юридический тупик. Сверхзвуковой полет создает ударную волну, которая на Земле слышится как мощный взрыв. В 70-е годы из-за этого над городами лопались стекла. В итоге большинство стран разрешили превышать скорость только над безлюдными океанами. Так международные правила окончательно закрепили предел в 900 км в час. Многим кажется, что авиация застыла в прошлом. Но на самом деле это отметка величайшая победы инженеров. Это точка, в которой физика, экономика и безопасность перестали спорить друг с другом. Однако история продолжается. 19 июня 2025 года президент Дональд Трамп подписал документ, отменяющий старый запрет на сверхзвуковые полеты над сушей. Это открыло путь для тихих лайнеров нового поколения. Возможно, эра вынужденного замедления подходит к концу. Если вам было интересно узнать, что скрывает привычный гул самолета, подписывайтесь на канал. Впереди еще много историй о том, почему мир вокруг нас выглядит именно так. Не пропустите следующее погружение в детали.